Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня мы приготовим просто волшебный ярко-оранжевый тыквенный кекс. Такой кекс готовится очень быстро из простых продуктов, а по вкусу получается ни с чем не сравнимый апельсиново-тыквенный сливочный вкус. По этому рецепту такой кекс можно приготовить в двух вариантах – более сочный и влажный и более пышный, мягкий. Я вам покажу два варианта, а вы уже выбирайте, какой вам понравится больше. Итак, начнем приготовление. В первую очередь нам нужно приготовить тыквенное пюре. Можете просто сварить тыкву, а лучше всего ее запечь. Так сохранится максимальное количество витаминов. Ну и пюре будет очень вкусное. У меня сорт баттернат. Это самый вкусный сорт. Очищаем тыкву и нарезаем кусочками. Кожуру, кстати, перед запеканием не обязательно удалять. После того, как вы ее приготовите, оно будет легче отделяться, но я сразу уже подготавливаю, чтобы было потом уже готовое пюре. А вот семечки и мякоть обязательно удаляйте, потому что они могут дать такой неприятный вкус. Нарезаем тыкву небольшими кубиками. Чем меньше будут кубики, тем быстрее она запечется. Вот такие вот нарежу. Думаю, за 25-30 минут они будут готовы. Разогреваем духовку до 200 градусов и запекать будем в рукаве для запекания. Так она получается вот максимально сочная, вкусная и хорошо пропекается. Делаем несколько проколов для выхода пара. И запекаем в духовке примерно 25-30 минут. Готовность определяем. Зубочистку воткните, она должна очень мягко так проходить в мякиш. Когда она очень мягенькая станет, тогда она уже готова. И пока запекается тыква, подготавливаем следующие добавки. Я буду добавлять изюм. И еще хотела очень добавить курагу, но у меня ее не оказалось. Добавлю немножечко манго. Очень хотелось что-то такого яркого, солнечного внутри, как и тыква. Для более сочного варианта изюм и курагу можно замочить в горячей воде. А в обычном варианте изюм просто только промываете горячей водой и очень хорошо его обсушиваете. Цукаты и изюм натягивают очень много в себя влаги, и от этого очень сильно зависит влажность самого кекса. Заливаем кипятком и оставляем, чтобы они немного набухли. Снимаем цедру апельсина, нам вот такого большого и половинки цедры хватит. И выдавливаем столовую ложку апельсинового сока. Прямо к цедре выливаем. Тыква готова. Сразу я отобрала 200 граммов тыквы, чтобы успела остыть, потому что будем добавлять уже в охлажденном виде. Вот как примерно какой мягкости тыква. Сразу вот мы проткнули, она мягенькая, и после остывания она еще мягче становится. Выпекалась она у меня 25 минут. 200 граммов запеченной либо проваренной тыквы измельчаем блендером, либо перетираем через сито. Для более влажного и сочного кекса используем 200 граммов тыквы, а для более воздушного 160 будет вполне достаточно. Такое вот пюре должно получиться. Все, пюре пока отставляем в сторону. Дальше нам понадобится миксер, планетарный либо ручной, неважно. Будем готовить один кекс вот такого вот размера. В миску вбиваем 2 яйца. Добавляем щепотку соли, пакетик ванильного сахара и 120 граммов сахара. Если любите послаще, можете взять 150. Взбиваем миксером до пышности и посветления массы. Она увеличится в объеме. Взбиваем сначала на небольших оборотах, постепенно увеличивая, чтобы сахар максимально растворился. Взбиваю я по времени 5-6 минут до пышности и посветления массы. Рисунок от венчика остается примерно 2 секунды. Это значит, что яйца уже хорошо взбиты. Так, масса стала более пышнее, и рисунок уже дольше остается, видно. Примерно я взбиваю, вот так ориентируйтесь, 5 минут. Дальше вливаем 75 мл растительного масла без запаха, рафинированного. Добавляем остывшее тыквенное пюре.
и апельсиновую цедру с соком. Я ее накрывала специально пакетиком, чтобы аромат не выветрился. Добавляем к общей массе. И соединяем две массы, чтобы они немного объединились на низких оборотах. Как только массы объединились, выключаем. Дальше добавляем сухие ингредиенты. 210 граммов муки. Всыпаем чайную ложку разрыхлителя. Чайную ложку с горкой. Вот такой вот. И перемешиваем с мукой. В несколько приемов добавляем муки, просеиваем и перемешиваем миксером на низких оборотах. Нужно просто вмешать муку в тесто. Не нужно ничего взбивать, просто опять-таки объединили. Стало однородной и выключаем. Конечно же, вы можете сделать это все лопаткой, но мне уже миксером удобнее. И добавляем вторую порцию муки. И как только вмешалась мука, все, выключаем. Смотрите, тесто должно быть вот таким вот густеньким. Видите, оно не совсем воздушное, а больше такое тягучее, густенькое. Дальше в тесто добавляем добавки: изюм, орешки, курагу, шоколад, что вам больше нравится. Но обязательно обсушите все салфеткой, чтобы убрать всю лишнюю влажность. Можно еще добавить чайную ложку муки. Все перемешиваем и можно добавлять в тесто. И снова все перемешиваем. Так, все, тесто готово. Выливаем теперь в форму. Форма у меня силиконовая, ее ничем не нужно смазывать, но если у вас там металлическая либо стеклянная, смазывайте сливочным маслом и можете припылить мукой, либо же застилайте пергаментной бумагой. Выливаем тесто. Распределяем равномерно по форме. И вот так вот можно пристукнуть. Разогреваем духовку на 180 градусов и выпекаем 40-45 минут до сухой шпажки. Ой, чуть не разлился. Ну что, кекс готов. Шпажка выходит абсолютно сухой. Выпекался он у меня 45 минут. Сначала его слегка остужаем, а потом достаем из формы. И пока кекс будет остывать, приготовим крем, который польем сверху. У меня здесь сливочное масло размягченное, 30 граммов. Его, конечно же, нужно взбить до пышности, но я не буду, я сделаю такой быстрый вариант. Хорошенько его перемешиваем и вливаем туда немного сгущенки. И перемешиваем, постепенно вливаем и перемешиваем. Получается вот такой вот масляный быстрый кремчик. Таким кремом обязательно украшайте уже полностью остывший кекс, иначе крем потечет. Украшаем тыквенными семечками и миндальными лепестками. Первый вариант сочного и влажного тыквенного кекса готов. В нем больше тыквенного пюре, сочный изюм, манго. Все это придало ему насыщенности и сочности. Этот кекс мне напоминает десерт, а текстура мякиша как бисквит и суфле вместе. Все ингредиенты для этого кекса я подписывала в видео под номером 1. Теперь я покажу вам второй вариант такого же, только более воздушного и пышного тыквенного кекса. Все ингредиенты для него я подписывала под номером 2. И второй вариант, более пышненький, тоже готов. Специально с утречка встала, чтобы и еще такой вариант вам показать. Присыпаем сахарной пудрой, либо украшаем, как вам нравится. Здесь без комментариев, просто посмотрите, какой мякиш. Мягкий, воздушный, но в то же время очень сочный. Для получения такого мякиша мы уменьшили количество тыквенного пюре, меньше растительного масла и сухой промытый изюм. Такой кекс понравится абсолютно всем.
Ну что, давайте вместе попробуем оба варианта. И первый вариант сочный, и второй мягкий, пышный. С нетерпением жду ваших комментариев, какой же вам вариант понравился больше. Ну что, тыквенно-апельсиновый кекс готов. Просто посмотрите, какая красота. Так, ну что, давайте попробуем вместе. А это что, пирог? Это, кстати, очень полезный, вкусный, Пирог? осенний тыквенный кекс. А тыкву любишь? Тыкву, да. Ну, тогда тыквы тут много. Ешь. Попробуем. Это будто какая-то булочка. Манго и апельсина. Вот что за булочка. Скажи. Это самая вкусная булочка, какую я ел. Когда попадается изюмчик, это просто вот завершение всего вкуса. Это просто ближе пальчик. Самое интересное здесь то, что тыква, она вот вроде бы ее тут много, пюре, и она такой вот и насыщенный цвет дает, но вкус такой, знаете, легкий оттенок тыквы. В основном это вот апельсин, вот этот изюмчик, все так пахнет, ванилька дает аромат. И тыква, она как бы, знаете, как бы ее совсем немножечко, она не прям берет на себя весь вкус, она просто вот как-то гармонирует, дополняет, очень вкусно. Вы знаете, влажненький, то есть пропеченный, но вот сочный, вот в нем много насыщенности, сочности. Вот я такое люблю. Я не люблю, когда оно чувствуется сырое тесто, а вот так вот люблю. Это прям идеальное такое влажное, такое вот насыщенное, сочное тесто. Мне такое очень нравится. Так что, друзья, я тыкву очень люблю. Поэтому мне рецепт безумно понравился. А если вы еще любите сочную такую выпечку, это точно рецепт для вас. Первый сочный и влажный мы попробовали. Теперь пора попробовать второй вариант. Я вам дала пропорции. В нем чуть меньше тыквенного пюре, меньше цукатов. И все получился более воздушный, более мягкий и менее влажный. Тот прям такой влажный-влажный, а этот более такой вот воздушный, я его пушистый называю. Настолько мягкий, что даже когда я режу, он просто вот очень аккуратно нарезается, потому что, ну, очень мягусенький, прям супер. Но этот тоже очень влажненький, он такой вот, тыквенное пюре, конечно же, дает свою влажность и сочность. Давайте пробовать. Так. Вау, какая красота. Тыквенный столичный кекс. Вот этот вариант мне очень напоминает чем-то такой влажный столичный кекс, но, конечно же, с оттенком тыквы, апельсина. Супер. Этот вариант понравится всем. Влажный вариант, конечно, уже больше на любителя. Очень мягенький, очень такой пушистый, нежный, я не знаю, пористый. Мне очень нравится. Попробуйте два варианта и выбирайте, какой вам больше понравится. Но это очень вкусно. Тыквенный кекс – это просто восторг. Обязательно попробуйте. Если приготовите, жду ваши фотоотзывы в мой телеграм-канал. Ну и, конечно же, комментарии пишите под видео, я с удовольствием вам отвечу. Всем огромное спасибо, что досмотрели нас до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. До новых встреч. Пока-пока.